Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Второй прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель, с первых дней месяца. Три главных события, и мы достанем три карты. И если мы говорим о событиях февраля, очень знаменательное событие в конце января, мои дорогие, 27 января планета Уран переходит из ретроградного в прямое движение. И чаще ассоциации наши с Ураном как с разрушением связаны. Но надо сказать, никогда Уран не ломает то, что нам перспективно, нужно, важно, или то, что может послужить нашему развитию. Чаще Уран выметает какой-то мусор из нашей жизни. Или мы можем не видеть на данном этапе времени, как разовьются события, а как будто там небесная канцелярия уже знает, что для нас какое-то дело не перспективно, что нужно подвести своеобразный итог и двигаться дальше. И вот как раз с итогом Уран где-то и связан. Может быть, если по ретро-Урану нам о себе напоминала какая-то ситуация, которая тянулась какое-то время, или она даже была сколько-то, может быть, лет тому назад, или месяцев, и здесь вот это выходит на поверхность. Какой-то вопрос, либо обстоятельства сложатся таким образом, что нас вынуждает сделать важный вывод. Или, может быть, выбор. Словно мы двигались, шли в каком-то направлении и дошли до точки невозврата, когда вот как прежде уже не получится, и мы должны что-то изменить. Поэтому, скорее всего, вот этот Уран, который переходит в прямое директное движение, своеобразная прелюдия тех событий, которые будут развиваться в феврале. Вот могут быть подсказки. Идем дальше. 10 февраля у нас новолуние, и это начало года по китайскому или восточному календарю. Теперь у нас год дракона. И еще одно наиболее, наверное, важное событие, которое где-то может соединять в себе как раз вот тот самый Уран конца января и события с ним связаны. 19 февраля планета Хирон выравнивается с лунным узлом в Овне. И это то время, когда мы словно заново столкнемся или вспомним, или какая-то ситуация, информация, обстоятельства напомнят о наших переживаниях, о каких-то перенесенных, может быть, душевных травмах, ранах. И для чего? Для того, чтобы окончательно их залечить. Кто такой Хирон? Как известно из мифологии, это могучий кентавр. Он обладал искусством врачевания, и его образ связывается с образом израненного целителя. Он смог излечить Ахилла, его, точнее, сухожилие, мы знаем такое выражение, ахиллесова пята, но не смог себя излечить от отравленной стрелы Геракла. Вот это время мы как будто залечиваем свои какие-то раны, пытаясь одновременно помочь другим. Идем дальше. 22 февраля Венера и Марс соединяются в вашем знаке, мои дорогие водолеи. Для вас февраль, ну, это как начало, может быть. И если мы говорим про Венеру и Марс, то вполне вероятно какая-то личная даже история может проиграться в феврале. И соединение вот этих двух гендерных планет в вашем знаке – это когда нам просто может захотеться упорядочить свою личную жизнь или внести, может быть, какие-то перемены. Но это все планетарно. Не всегда планетарные прогнозы совпадают с Таро. Давайте на Таро мы узнаем вот так. Вот 13-й аркан переворачивается. По сути, это все то, что я только что говорила. Это трансформация. Это то, что не может быть как прежде. Это меняет вас. Может быть, начинается с какой-то новости, но правда, мы стоим словно на пороге нового начала, начала вашей какой-то новой истории, или как жизнь с чистого листа, или когда нам говорят, что-то нужно определенно оставить позади, потому что какая-то часть жизни, назовите этап жизненный, это закончилось, уже практически закончилось. Но искусство мелких шагов, так вот по этой карте, как подсказка идет. Ладно, это я не доставала. Угу. И нулевой аркан, правда, тут все с нуля. И на самом дне колоды у нас была десятка пентаклей. Это благополучие, изобилие, процветание, теплый уютный дом, дружная семья, люди надежные.
на которых вы можете положиться, которые любят вас и готовы прийти искренне на помощь, на поддержку. Вот эти два аркана, то есть не случайно какой-то ломается старый шаблон. Не держитесь за старое, уже новое у вас на пороге. И все, к счастью, к благополучию, мои дорогие водолеи. Ладно, идем дальше. Теперь я сама достану. Ну, иногда это важно услышать. Потому что карты, которые выпрыгивают из колоды, чаще несут в себе едва ли не больше информации, чем то, что я достаю. И так бывает тоже. Итак, что придет в феврале для водолеев? А что уйдет? Может быть, какой-то вопрос, который вы начинаете и заканчиваете, завершаете какое-то решение по тому или иному делу. И 3 главных события. Это будут 3 карты. Первое. Второе событие. Может быть, это как сфера жизни, деятельности, в котором события проиграются. И третье событие. Что же придет? Ох, вот правда. Наверное, ваше настроение таково, я уже спиной повернулся к прошлому. Уже что-то вам не интересно, что-то вас не вдохновляет, не радует, и хочется нового качества жизни. Для кого-то переезд, или вы можете в феврале, даже если вы прежде не собирались, ну вот так вот собраться, подпоясаться или наметить себе какие-то ориентиры, что я буду переезжать. Не хочется прошлого вам самим, уже как будто только вперед. И карта, кстати, это карта якоря, уверенности. Но посмотрите, человек, он как будто еще стоит в гавани. Он еще не запрыгнул на этот корабль. Может, корабль выбирает или поджидает другой. Или что-то, как последний штрих, додумывает перед тем, как уже отправиться. Поэтому по этой карте нет каких-то активных действий. Здесь скорее стратегия и тактика на будущее, но уже к прошлому спиной. Повторюсь, карта якоря, карта вашей сильной позиции. Что же уйдет? А вот по рыцарю мечей, знаете, это колючая карта, как я говорю, потому что иногда по ней проигрываются, к примеру, проверяющие какие-то. Если вы особенно руководящего состава работник, или вы за что-то отвечаете, вот здесь могут вдруг на голову свалиться подобные проверяющие, но это как пришло, так и ушло. Или это люди, которые обладают сложным характером. Может быть, где-то и ваше желание прежде, когда хотелось что-то доказывать, уходит, не хочется никому ничего доказывать, вам не захочется даже силы попусту тратить или какую-то свою энергию. Может быть, были какие-то прения, споры, значит, тоже как будто все рассасывается, куда-то уходит, потому что не имеет значения, правда, Уран вас будет освобождать в течение февраля от того, что незначительно, то, что может быть наносное, ненужное. Вот, кстати, пафос проходит по этой карте. Тот пафос, который нам пытаются преподать как какую-то идею или какой-то проект с какими-то, перспективами прямо волшебными. А если начать мыслить конкретно или искать какую-то конкретную информацию, мы можем прийти к выводу, что нет, истина где-то рядом, но не там, что нам обещают. Поэтому правда, истина по этой карте, когда мы ее хотим знать, мы ее узнаем. И поэтому любой вопрос вы сможете видеть рационально, непредвзято, или где-то будете избавлены вот от каких-то разбирательств. Может быть, что-то подобное и происходит, или как человек какой-то словно пытается ворваться в вашу жизнь, но стало быть тоже как ворвался, и какая-то история завершится, и человек уйдет. Или какие-то разбирательства закончатся, у кого-то, может быть, и в суде, вполне вероятно. Иногда по этой карте проходят недопонимание с детьми. Все-таки рыцарь – это, те дети, которые уже подросшие. У кого-то так может проиграться. Давайте посмотрим сами события. 5 пентаклей. Это, видимо, вопросы, 2 вопроса. Первое – недостаток взаимопонимания и холод в отношениях. И, конечно, финансовый вопрос, как будто нужно решить, уйти, может быть, из какой-то финансовой бреши. Или вопрос, где я могу больше денег заработать. Или каким образом ко мне приходят деньги. Но вот именно финансы, недостаток взаимопонимания, недостаток финансов, по вашему мнению. И хотя нам и сказали, позиция достаточно у вас сильная, но сколько денег, это у каждого, как их много, да, понятие растяжимое, у каждого свое.
Но явно вам захочется, как и окружить себя более надежными людьми. Причем не абстрактно, а вполне конкретно вы будете пересматривать свое окружение. Вот это точно с учетом этой карты. Также и будете способы заработка. Словно, может быть, или фильтровать, или переоценивать, стоит мне этим заниматься или нет. Вот где-то работа и ваши планы на будущее. Давайте мы немножко раскроем эту карту и чем дело кончится. Ну вот правда какая-то старая история закончится. Карты живут своей жизнью. Не случайно нам 13-й аркан перевернулся. И, видимо, этап собственных амбиций в том месте службы, работы, занятости, где вы сейчас, как будто он заканчивается. Для кого-то из вас это будет знаменоваться тем, что появятся новые возможности. Я не могу сказать, что это будет буквально новая возможность в феврале, но вы сами можете завершить ту работу, например, да, отказаться как будто то, что вам не приносит ни вдохновения, ни материального эквивалента, ну и не вдохновляет, и перспектив в себе не несет. И вполне вероятно, вы будете склоняться к тому, что или я буду учить, изучать что-то новое, для кого-то из вас захочется работать, сменить, может быть, эту работу с учетом тройки жезлов на ту, которая либо удаленно, либо она связана с командировками, либо посредством интернет, либо кто-то из вас может начать, ну, так постепенно изучать, входить как будто в сферу IT. Ну, это правда, и это очень ваше, мои дорогие водолеи, ваша стихия воздух. И с учетом еще и Плутона в вашем знаке. Кто раздумывал, а буду ли я и а надо ли, а получится ли у меня, да, вот такие вот размышления, если были, попробовать себя в IT-сфере. И там же много направлений, самых разных, вы себя найдете, правда, что-то у вас получится. Но если мы говорим, чем закончится, правда, конкретно какое-то дело завершится, связанное либо с работой, либо с деньгами, либо где-то с теми отношениями, которые связаны с работой или с социумом. Но вот явно будете вы, может быть, это побудительный мотив, какие-то люди, которые вас, как последняя капля, и вам захочется закрыть за собой буквально дверь, и я больше не могу. Вот такое вполне вероятно кто-то себе может сказать. Но давайте мы немножко поясним дальше, чем сердце успокоится, потому что по этим двум картам как будто и не совсем успокаивается. О, дальше можно вообще не смотреть, у вас выпадает карта Солнца. Конечно, карта Солнца – это счастье, радость. Безусловно, карта эго, карта наших честолюбивых планов, желаний. И нам буквально говорят, чем сердце успокоится. Надо следовать за своей мечтой, за своей целью, за своим намерением, не быть на вторых ролях. Повторяюсь, карта эго, она как раз себя на первый план или свои задачи, или намерения, или мечту поставить рекомендует. Это вообще карта выбора правильного направления, если мы так отойдем немножко от эго и вот от самого понятия или от самого понятия как солнце, радость, счастье, то есть вот в этих всех восторгов. Так вот, в картах Таро две карты выбора правильного направления. Одна это звезда, которая лет на 10-20, а вот карта Солнца это где-то полгода. Это какие-то месяцы. Как будто для вас в феврале очень важно выбрать правильный ориентир, чтобы уйти как и от недопонимания, так и от какой-то финансовой ситуации со знаком минус. Что-то нужно завершить и как будто сразу уже начать, мои дорогие. И это правильное направление вам, наверное, придется быстро выбирать, быстро анализировать, может быть, быстро находить информацию, что-то просчитывать. И если мы говорим «рыцарь мечей», в хорошем смысле проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Значит, нужная информация к вам придет. Вы найдете то, что просит ваша душа, или то, что вы хотели бы осуществить. С каким-то направлением вы уж точно разберетесь, мои дорогие. И как будто ведь это два старших аркана, это Вселенная помогает. Или нужные двери нам будут открыты. Или какая-то ситуация, если даже она по урану, ведь пятерка Пентакли тоже нам говорит, это недостаток. Вот этот недостаток где-то конца января, он должен у вас
Просто кардинально на 180 градусов. Это просто как побудительный мотив. Прелюдия действительно изменить свою жизнь. Изменить кардинально. Давайте мы достанем карту «Совет». Два старших аркана. И вот, пожалуйста. Вам как будто совершенно необходимо что-то завершить и начать заново. Я не говорю, конечно, что все водолеи пойдут менять работу или бизнес, или, ну, что-то вот так резко, круто, но даже по прежнему месту работы, если вы любите свое дело, значит, увидеть новые перспективы и в этом направлении идти. Может быть, поставить перед собой цель получить новую должность или не быть на вторых ролях, а именно самой руководить процессом. И чем бы вы тут ни занимались, как будто именно в этом, это как основа успеха. Да, по карте, кстати, 13-го старшего аркана нам говорят, быстрого изменения не произойдут. Я как говорила, искусство мелких шагов. Почему? Потому что по 13-му аркану я часто сравниваю, когда мы зернышко садим в землю. И внутри этого зерна находится малюсенький росток, который защищен твердой оболочкой. И прежде чем он пробьется или начнет пробиваться, вот эта оболочка, которая служила надежным панцирем, она неизбежно должна как будто сгнить, разрушиться. И тогда росток пробивается к солнцу. Но пока он пробивается, как известно, он пробивается через темную землю. Так и вам придется исследовать словно непознанную землю без карты, идти где-то в темноте, надеяться на самого себя для того, чтобы выйти к солнцу. Вот посмотрите, как у вас легли карты и карта совет. Иди к своему благополучию, изобилию, процветанию, при условии, что вы выбираете правильное направление. Вот вы как раз и получаете эту десятку пентаклей. Второе событие. Тут что-то серьезное у вас на кону. Карта ожидания, королева кубков. У кого-то, мои дорогие девочки, я жду ребенка, правда, вот такое может проиграться. Ну и в связи с этим, может быть, какие-то врачи, обследования, что вы будете проходить. Или просто себе будете уделять внимание. По этой карте, часто вообще по кубковым картам двора, проходят наши близкие. Супруги или люди, с кем вот, партнеры, с кем мы проживаем, даже если отношения не оформлены. И может быть какая-то история, которая связана как раз с вашим партнером по личной жизни или с его родственниками, напоминает каким-то о себе известием, или что-то там меняется, а вам придется принимать в этом участие. Или заниматься делами дома семьи. Давайте поясним, чем дело кончится. У кого-то, правда, и материнство, и рождение ребенка может такое быть вполне. Или дела детей, которые вы тоже будете решать. Для кого-то из вас, может быть, это вы задумайте об удаленной работе, такое тоже может быть, и вы будете работать из дома. Но вам для этого придется словно что-то изучить или адаптироваться к самому режиму работы. Вот такой вариант тоже, мои дорогие, может как раз проиграться. Вообще, по пажу Пентаклей, это мы учимся. Или открыты миру буквально, новым возможностям, новые какие-то интересы. И впоследствии карта говорит, если ты вот открытый человек, если тебя интересует что-то новое, то твой прогресс, он неизбежен. И не только сам по себе прогресс, но и как будто деньги в рост. Не сразу, не только за февраль. Это на далекий период времени. Давайте, чем сердце успокоится, то, что у нас наши переживания или волнения, или настроение, девятка жезлов, вообще сильная позиция, нам еще об этом говорят. В герметической колоде Таро это карта великой мощи. И почему? Как будто вот эту силу нашу, как и где-то душевную, так и физическую, мы не должны истратить понапрасну. И карта нам говорит, если ты сконцентрируешься только на своих делах, а будешь держать еще вдобавок руку на пульсе, не позволяя событиям, людям застать себя врасплох и откликаться как будто только в двух случаях, тут четко по этой карте, либо нам что-то угрожает, либо не упустить какую-то возможность. Все, тут нельзя потратить вот эту энергию, силы на те вопросы, которые кому-то больше нужны. И не повторить какую-то ошибку. Поэтому больше как будто мы закрываемся, правда? Либо личная жизнь у кого-то проходит, как вот я уже сказала, либо на работу на дому. Или, может быть, побудительный мотив. Как раз где-то
с IT-сферой, может быть связан с как вариантом работы, не ходя в офис. Или вы можете решить, я попробую себя в каком-то новом деле, и вы будете просто предельно осторожны и внимательны. Может быть так. Давайте мы карту совет как раз и достанем. А тут вот что ни возьми, вам все по судьбе. Как будто ваша судьба, мои дорогие водолеи, расписана в небесных скрижалях. Вот правда, здесь 13-й аркан, вообще, по сути, два старших аркана, да? Про росток, который идет к Солнцу, это прямо вот вы и есть, даже иносказательно. И не просто к Солнцу, к счастью, благополучию, изобилию, процветанию. А по этой карте как будто высшие силы вам помогают. Что бы вы тут ни задумали, или какая бы ситуация ни сложилась, может быть лично, может быть по работе, или ваши новые намерения, желания. Это карта избавления от боли, избавления от страданий, помощь высших сил. И карта страшного суда. Она, кстати, говорит, что суд совсем не страшный. Это когда прошлое не имеет значения. Это словно на пороге, правда, пройденный жизненный этап один и начало уже другого. Поэтому, наверное, не торопитесь в течение февраля. Это будет залог того, что вы правильные какие-то продумаете, может быть, действия на последующий период. В чем-то вы не ошибетесь. Если будут какие-то подвохи, значит, и ошибки какие-то вы не повторите. Поэтому какая-то размеренность. Тут словно у вас, посмотрите, какие серьезные старшие арканы. Все произойдет в свое время, в нужный час. Третье событие. По пажу мечей могут быть вопросы, связанные с вашими детьми. Как я уже говорила, у кого-то вопросы с подросшими детьми. По этой карте также где-то перекликается смысл, что вы хотите какой-то вопрос точно прояснить и будете искать информацию. Мечи – это ваша стихия, это воздух, это где-то интеллект. И нам говорят интеллект и интуиция. Что такое интуиция, если на конкретику земную переложить? Это не что иное, как наш опыт и как раз интеллект. И вот когда вот этот тандем удачно соединяется, тогда мы любую ситуацию можем видеть рационально и правильно просчитать. Тогда мы маги и волшебники, это правда. Давайте поясним эту карту и спросим, чем же дело кончится. Вы знаете, у кого-то может быть вот конкретно усталость от каких-то разбирательств, правда, от того, что я устал, что есть какое-то напряжение, от недопонимания или от того, что есть человек, может быть, в вашей жизни, который вам постоянно какие-то новые задачи ставит. И вы тут успеваете, не успели точнее, даже, может быть, одну закончить задачу, а надо уже переключаться на что-то другое. Это вам может захотеться выйти вот из этого режима многозадачности или каких-то обязательств, или какой-то рутинной работы, когда и устал, и вроде как и света белого не вижу, и результата никакого нет, и это как будто никак не может закончиться. Вот чем закончится? Тут, скорее всего, у кого-то может быть завершение само по себе. Если были вопросы, связанные с судом, или, например, по отношениям вы уже где-то знаете, что да, вот есть у меня тот человек, который точно, я его хочу исключить из списка моих друзей, например, или ближайшего окружения, и вы будете подводить своеобразный итог. Но для кого-то нам ведь, чем дело кончится, нам ведь говорят, брось ты эти 10 жезлов, перепоручи вот эту рутинную работу кому-то. У тебя сейчас какие-то более серьезные планы, нежели буквально впрячься, быть всем хорошим, но быть самому себе так себе. Вот как будто не наступать на горло собственной песни, иначе какое-то дело до бесконечности будет длиться и не закончится, и много сил будет потрачено. А у нас, посмотрите, 9 жезлов и 10 жезлов. Поэтому от какого-то важного выбора будет зависеть продолжение какое-то. Есть у вас определенно, мои дорогие водолеи, видимо, какая-то тема, с которой вам точно надо в феврале разобраться. Вот как эти 10 жезлов. Словно сбросить, как вот этот груз с плечей, да, чтобы что-то вас не тянуло назад. Чем сердце успокоится, что по настроению. И вот, наверное, как только вы какую-то параллель себе или знаменатель проведете, как демаркационную линию под вот такой многозадачностью, которая больше не вам, а другим нужна,
у вас будет поворот как и к счастью, как и к новым возможностям, так и по этой карте к собственному бизнесу, к собственному ремеслу, к собственному творчеству. Почему я добавляю собственному? Потому что нам показан хозяин таверны, который поднимает кубок за свое здравие и своих посетителей. Это тот человек, это карта самодостаточности, успеха конкретно, хороших заработков. Когда мы и сегодня спокойны и уверены, и в завтрашнем дне мы тоже уверены. Когда у нас вообще все под контролем, у нас все хорошо. Вот это десятка пентаклей. Но для этого как будто выбор правильный и направление совершенно необходимо сделать. Давайте мы карту совет. Ну вот как? Тут как будто, понимаете, мои дорогие, вам как будто и отдохнуть нужно. Без отдыха не получится, ну, видимо, правильно определиться. Помните, уставшие люди делают ошибки. И вот, кстати, эта карта нам дает совет. Иначе ты не будешь видеть какую-то реальность. Ты в старом стереотипе. И правда, уставшие люди, так психология человека построена, что если нам нужно сделать вывод какой-то или выбор, мы стоим словно на пороге вот этой развилки судьбы. И в этот момент мы уставшие, то нам наше сознание будет как раз подбрасывать какие-то отрицательные опыты, добавляя нам и без того уставшим каких-то сомнений ненужных, самокопаний. Поэтому отдохнуть вам точно стоит. У вас что-то серьезное стоит на повестке месяца. Итак, совет. Не торопись. Вот все то, что я говорила. Искусство мелких шагов. Тут все произойдет в свое время. Но как минимум начать разбираться вот с этим режимом, когда вы себе делаете минус, а кому-то в плюс. Сбросить вот эту нагрузку совершенно необходимо. Уделить внимание самому себе. И если вы думаете, что какой-то вопрос, предположим, по документам вы можете ускорить, вряд ли. И если вы думаете, что быстро как-то деньги, да, вот какая-то ситуация денежная у вас разрешится, она разрешится, посмотрите, нам об этом уже сказали. И сказали не раз, потому что еще одна карта выпадает. Но где-то ты настройся на дистанцию. По семерке пентаклей это перезагрузка своего рода. Вот как раз со всеми планетарными событиями, о которых я говорила. Вообще, вся активность действия, они проходят в 6 стадий. Я об этом часто говорю. Почему, наверное, и китайская гексаграмма, она тоже 6 подразумевает. И по нумерологии, если мы говорим 6, это как вершина, как победа, то есть какое-то итоговое состояние, то 7 это пауза для того, чтобы сохранить все то, что мы имеем или умеем, и правильный ориентир на будущее взять. Вот для вас как будто все определится ровно в тот срок, когда нужно. И ведь как раз карта-то старшего суда об этом и говорит, словно ангелы-хранители за вами наблюдают. Конечно, самому не плашать, кто бы спорил, правда? От нашего бездействия вряд ли что-то изменится. Но даже сделать такую перезагрузку, отказаться от рутинной работы или отказаться от какого-то режима многозадачности совершенно необходимо для вас. Иначе не увидите какие-то свои собственные возможности или, мои дорогие водолеи, поставите себя где-то, ну, так вот в тень, да, на вторые роли, а для вас будет важно себя поставить на первое место. Я не говорю, что это какой-то опломб или какой-то пафос. Нет, ни одна карта об этом не говорит. Но все же карта Солнца призывает вас, мои дорогие, следовать за своей мечтой. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Ваша эпоха для всех нас начинается. И мы все, безусловно, связываем с вашим знаком свободолюбивым, творческим, интеллектуальным, что в жизни каждого из нас и, конечно, в жизни вас самих произойдут счастливые перемены. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.